Привет! В этом ролике расскажу, как сделать процедурные EM-офсеты, не используя отдельных анимаций, либо поз, имея только анимационный blueprint, character blueprint и control rig. Все будет происходить внутри control rig. Для начала сделаем наше вращение, найдем его точнее. Для этого берем нашего character, actor rotation, rotation. Нам нужно найти дельту между ними. Нам нужен только pitch и yav. Сделаем переменные. Сразу скажу, что эти значения не реплицированы. Сервер их не видит. Сервер видит только actor rotation, control rotation ему неизвестен. Контроллер управляет камерой, а значение он берет с нашей мышки, стики на геймпаде, ну и так далее. Вот, давай продебажим что-нибудь. Стримим. Вот они, слева потекли значения нашей дельты. Значит, actor rotation это наша капсула. Вот я ее двигаю, и тоже меняется дельта. И сейчас у меня control rotation смотрит прямо. Также и actor rotation. Если начинаю двигать, вот они значения потекли. Собственно, наша дельта выглядит так. Туда смотрит actor rotation, туда control rotation. Вот она наша дельта. Значит, мы ее нашли. Можно брать все это и зайти в control rig. Здесь этих значений нет. Нужно их вывести в control rig. Сначала создадим здесь две переменные с pitch и yav. Сделаем нам их enhanced editable, чтобы они появились у нас вот здесь. То выделяем control rig, вот они. Передаем значение, которое мы до этого с вами нашли. Pitch, yav, yav. Компилим. Все. Теперь у нас внутри control rig имеются эти цифры. Здесь уже есть какая-то логика для иконок. Нам она не помешает. Просто немножечко сделаем место. И начнем вносить значения в наши кости. Какие кости мы будем вращать? Мы будем вращать спину и голову. Также можно исхитриться и сделать руки, там, когда персонаж держит пистолет, там, либо винтовку. Вообще любые позы можно будет им офсетить. Все это доступно. Возьмем цепочку костей со спины. Один. Вот это вот кость. До головы. Orange loop вытащим. Будем проходиться по каждой кости и делать set transform. Set трансформом тоже нужно управлять. Передаем название кости и делаем transform. Вот он уже у нас как-то изменился. Нужно это пофиксить. Делаем get transform. Сюда же отдаем ему те же названия костей. Собственно, сейчас будем управлять. Сразу же передадим значения, которые мы не меняем. То есть эта кость равна этой кости по translation и scale 3D. Мы только rotation будем менять. Умножаем Ctrl на Ctrl. Нужно именно в таком порядке. Отсюда мы достанем from и euler. И вот сюда мы уже впишем наши значения, которые у нас уже заранее были введены. Pitch и yav. Включаем.
Смотрим, что получилось. Вот они, наши значения напрямую. Они слишком большие, слишком много вращений, нам столько не нужно. Поэтому мы их сейчас будем уменьшать. Возьмем количество костей нашей цепочки. Их там, по-моему, 8. Ну ладно, да. Ну, короче, какое-то там есть количество костей. Не особо важно. И... Так. Возьмем доллар. Отсюда еще раз from доллар. И вот сюда мы уже их ставим. Так. Далее у нас тут есть эти значения. Возьмем и будем делить на количество костей. Для pitch и для яв отдельно. И эти значения мы уже подставим. И, собственно, более четко, мягко у нас получилось передать значение pitch и яв. Все работает. Есть у нас вот такая проблема. Мы не ограничиваем наш обзор. И вот тут переходит такое перещелкивание. Это можем тоже пофиксить. Выходим с Ctrl-Rig, заходим в Animation Blueprint. Собственно, здесь мы и будем ограничивать наш обзор. Начнем с яв. Скажем, не больше 90, не меньше минус 90. Лево и право. Любое из этих значений, если правда, то мы обнулим. Если неправда, то мы используем, собственно, наше вращение. Если правда, то мы обнулим. Смотрим. Хоп, выстреливает. Собственно, работает. Сейчас мы также сделаем для pitch. Pitch 90 и минус 90 это вообще максимальное значение. Можно убавить его. 65 к примеру. Также отдадим сюда. Немножко приберусь. Вот так. Можем заметить. Сюда выстреливает и сюда выстреливает. Выстреливает, конечно, это какой-то отстой. Давайте и это поправим. Нам нужно, собственно, сделать ремап. Map range, да. Вот. Вставляем его сразу сюда. Хотя нет. Рано. Сначала у нас мы введем здесь значения, собственно, которые у нас уже заблокированы. По питчу это от 65 до 90. Тут 5, 90. И у нас же есть еще отрицательные значения. Нам они не нужны. Поэтому мы сразу берем абсолютное значение. Нам просто нужны цифры. Отсюда до сюда. И меняем их на от 1 до 0. Мы будем эти значения умножать на них самих. А при умножении на значение меньше 0 она будет постепенно снижаться. Сейчас сразу же быстренько сделаем для яв тоже. Так. Чуть места побольше. И здесь побольше, чтобы было нагляднее. Только здесь нам тоже нужны другие значения. У нас от 90 до минус 90. От 90 до 150, думаю, нормально. Чтобы в значении 150 он выровнялся на самом. Давайте посмотрим, что это получилось у нас. Вот мы ведем, доходим до предела, и он начинает медленно возвращаться. Когда значение становится 150, он полностью выравнивается и смотрит вперед. Также и
pitch у нас. Да, вот видите, он немножечко выравнивается. Во. В принципе, это классно работает, когда мы вот так можем бегать. У нас теперь ничего не скочит. Все ровно и плавно. Супер. Теперь есть еще одна проблема. Quantrion как-то по-своему выставляет ротейты костей. И если мы повернем на 90 градусов и начнем делать pitch яв, то, собственно, он как-то ведет себя уже по другой оси. Нам это тоже не подходит. Сделаем немножко более реалистичный обзор, как будто бы у нас реально в руках ничего нет. Мы просто бегаем и осматриваемся. По-другому немножко это все перепишем. Так, здесь мы больше уже ничего не делаем, все тут настроено. Можно поиграться со значениями потом, выставить какие-то свои. Основную работу сделаем тут. Значит, немножко для более удобного всего этого использования сделаем функцию. Назовем ее rotate chain bond. Сохраним. Ошибка выдает, потому что return нужно сохранить. Completed. Так, здесь тоже сразу все подкорректируем. Кость первую и последнюю тоже сделаем редактируемой. First bond, end bond. Здесь rotation and mount. Угу. Так. Здесь еще добавим одну штуку. Вот такое. Будем прибавлять либо уменьшать наше вращение. Дадим ее сюда. Собственно, reduce, наверное. Хотя пусть будет фактор. Правильнее будет так. Так. Собственно, готова наша функция. Вот так теперь стало гораздо удобнее и приятнее на все это смотреть. Проверим. Все осталось прежнее, все работает. Так, мы хотим избавиться от странного вращения нашего питча. Для этого мы разделим наше тело и голову отдельно. Зацепим только neck. От спины 1 до neck 1. Наше будет вращение. Уменьшим вращение по яв на вот такое. Смотрим. Вот. Сложно сейчас заметить, потому что оно ровно повторяет. Можно немножечко добавить пружинности. Совсем чуть-чуть. Вот, собственно, сейчас и видим получше результат. Вот нормально у нас реалистично поворачивается тело. Но и только тело, без головы. И сделаем еще одну функцию. Ее вытащим мы отсюда. Функцию это будет у нас single bond вращения. Так. Здесь будет отсюда. Тут patient. Снова здесь мы сделаем локальное space. Так, вытащим, назовем это теперь rotate single bond. Вытащим ее сюда. Значит, тело мы уже поворачиваем. Теперь отдельно повернем голову. Что-то я много места сделал, можно поменьше. Здесь from November. И подставим наш pitch.
кость, она, которую мы вращать собираемся по питчу, это у нас голова. Посмотрим. Так, не так. Так как мы сделали локальные координаты, у нас и оси поменялись. Ага, и то, и можем на минус 1. Смотрим. Ага. Есть немножечко вращения головой. Я думаю, нам здесь и яв понадобится. Смотрим. Яв можно слегка уменьшить вдвое. Вот у нас есть теперь более реалистичное вращение нашего тела, головы. Можно еще и на голову добавить пружинности. Смотрим. Угу. Вполне себе. Ну вот, собственно, как-то так. Используя, в принципе, вот эти две функции, можно много что здесь напридумывать. Много каких вариантов использования. Можно по отдельности руки санимировать. Можно зафсетить тело с руками. Вот когда мы держим какой-то пистолет там на вытянутой руке. Или, например, у нас есть поза, когда одна рука смотрит вперед. Это все зарисуем. Например, когда одна рука смотрит вперед, держит пистолет, вторая опущена вниз. Тоже это, собственно, можно все использовать. Если мы здесь заюзаем вращение на спине, мы можем это значение передать сюда и заинверсить значение руки. То есть, когда будет подниматься тело вперед, рука в этот момент опускаться вниз, и она останется неподвижной. И, по-моему, это круто. Много, как бы такой небольшой конструктор для наших аймофсетов. Как-то так.